Итак, здравствуйте, настало время показать мой станок. Пропал я где-то на 1,5-2 месяца, занимался в основном только им, в свободное от работы время. Вот так он выглядит, в принципе, доволен результатом. Не все в нем еще пока доделано, но решил заснять видео, потому что в дальнейшем я уже буду зашивать его защитами. На Z и на X координату будет гофрозащита, а здесь будет ленточная. О данных защитах я буду рассказывать в следующих видео, а сейчас я хотел остановиться на механических узлах, потому что когда я это все скрою, будет проблематично рассказывать про это все. Сейчас, в принципе, в данном видео я хочу обобщить эту всю информацию, чтобы для людей, кто не смотрел предыдущие видео, было уже как-то более понятно. Начнем с того, что стол это искусственный камень, достаточно точно, я его проверял, на нем, кстати, шлифовались все профиля. Профиля заказывал отечественный, с России, в смысле. Компания «Собери завод» производит. В принципе, много было жалоб, что типа вот они неточные, криво режут, там маленький профиль у них. Но на самом деле я ни разу не столкнулся с проблемой. Во-первых, очень удобно, что они отрезают точно в размер, и перпендикулярность этих всех углов реза достаточно точная, поэтому размер можно покупать достаточно точно. Доставляют тоже транспортные компании без особых проблем, скажем так. Профиль по факту оказался достаточно жесткий, то есть я уже пробовал данный станок в работе, то есть я результатом полностью доволен. Соотношение цены и качества, считаю, для данного станка это оптимальный вариант. Возможно, кто-то захочет более толстые профиля, но, соответственно, цена будет уже выше. Плюс, что мне нравится в данной компании, что можно вот все заглушки, все винты приобрести там же. Они будут идеально подходить. Единственное, что пазы для профилей разные бывают. Тут у меня паз 10, например, и нельзя перепутать с 8-м пазом. Где было необходимо многие крепления, например, как рельсы, например, на этих осях, или большие балки крепления, я брал пластину, продаются на металлобазах, 20 и толщина 4. Сверлил отверстие, вот на камере видно будет, выступает немножко кусочек пластины, сверлил отверстие для нарезания резьбы и резал рельсы. Опять же, видео у меня есть на моем канале, можете зайти посмотреть. Плюс, что еще мне нравится, что заглушки. То есть заглушки можно было взять черные, можно серенькие было взять. Оказалось серенькие, казалось, как будто бы балка более массивно смотрится. Как по мне, смотрится достаточно так нормально. Плюс основная задача будет выполняться, грязь, которая будет в процессе обработки идти с заготовки, не будет засорять вот эти каналы. И в последующем их, кстати, можно будет приспособить, например, под укладку каких-то кабелей и сделать еще подсветку здесь. Сейчас я сделал подсветку под станком, 2 ленты светодиодных. Пока еще не подключал, это все в процессе, но уже они здесь подключены. Возможно, сделаю еще под пластинами оси Y. Что дальше? По балкам сказал. Основные комплектующие. Направляющие ШВП хивиновские и направляющие хивиновские, направляющие 15 типа размера. Каретки с преднатягом, тоже оригинальные хивиновские. Проверял, в принципе, все номера, все вот эти шлифовки, они соответствуют именно заводу-изготовителя. Поэтому в них я более-менее спокоен. Работает все плавно, четко. Двигателя покупал на этой стороне. Это фуллинги. FL57 STH76 2804A. Подаю на них 36 вольт 3 ампера, потому что у них только мотки 2,8 ампера. Что еще? Винты 1605. Вот эта ось по Y ось гантри выполнена, потому что портал имеет длину больше 500, поэтому, чтобы его выравнивать, надо 2 тяги, скажем так. Здесь расстояние маленькое, поэтому тяга одна. Крепление обычное, угольник, но угол сделан с приваренным таким язычком. Вот это ребро жесткости достаточно жесткое. Единственное, что изначально, когда я покупал эти уголки, они были не перпендикулярные. Пришлось немножко дорабатывать напильниками их. Немножко повозившись, зато результатом доволен и так. Стоят они дешево, достаточно пару долларов там.
В общем, нормальная цена у них. На оси X тоже 16.05, на оси Z 12.04. Для того, чтобы я предполагал, что ось будет при выключенном состоянии заваливаться, падать ось. Поэтому старался ось поставить 12.04 из соображений, что возможно удержание будет лучше. Но ось по факту не падает ни при каких результатах. Да, я пробовал даже давить на нее на низ, поэтому все в принципе хорошо. Все детали выполнены из алюминия D16. В принципе, тоже адекватно. Единственное, что если бы у вас была возможность, то D16T было бы, конечно, лучше. Или AMG6, что-нибудь такое, по более жестче, скажем так. Долго возился со всеми деталями. Проект тоже есть у меня на сайте, как я его там делал. В принципе, последний конечный проект подходит сюда 100%, то есть все детали компоновались и почти ничего я не подгонял, скажем так. Так. Что еще? Опоры самые китайские, по 20, по-моему, баксов комплекты. В принципе, посмотрим по следующему, возможно, поменяю подшипники на более качественные. Ну, пока что я сейчас заметных там каких-то изъянов не заметил. Хочу также обратить внимание, что под рельсы оси X подложены пластины. Пластины из металла, толщина где-то 5. Для чего это сделано? Чтобы алюминий достаточно мягкий, когда я прижимал рельсы, чтобы не было вот этих всех гуляний, проще было выставить. Здесь сделан упор на самой металлической вот этой планке. Планка не разрезная, цельная, шлифовалась. На станке шлифовальном с большим достаточно полем, там, по-моему, 630 у него рабочий ход был, а у меня здесь где-то, по-моему, 450 вот эти все планки. И вот этот упор позволял мне рельсу прижать к упору, соответственно, вот эта рельса, бананка убирается, соответственно, потому что на шлифовальном достаточно точно было это сделано. Ну и в последующем прижималось так, то есть выставлять было вот это вот одно удовольствие. В принципе, особых проблем я с этим не получил. Здесь из-за того, что профиль 120 на 40 и труба внутри 80 на 80, чтобы убрать вот эти вот все выступающие части, увеличить жесткость, здесь сделал уголки. То есть тоже, опять же, нашел компанию у нас в стране, которая занимается оборудованием торговых мест. И вот они продают вот такие алюминиевые уголки, достаточно тоже жесткие, с ребрами жесткости. Немножко пришлось подточить, выставить перпендикулярность каждая, но скрутивши, балка получилась достаточно такая жесткая, скажем так. Балка я очень доволен. Долго провозился с ней, потому что, во-первых, шлифовал плоскости, чтобы они были в плоскости в одной, чтобы не возиться потом в последующем выставлении. Сейчас уже станок отъюстирован, то есть по оси X, Y выставлена перпендикулярность, и по оси Z, Y и Z, X. Аналогично тоже это все сделано. Кабель каналы самые обычные дешевые, немножко подкрасил для того, чтобы как-то эстетичный вид придать. Шпиндель 2,2 кВт с водяным охлаждением. Подключение самое обыкновенное. Есть канал Асоло, Стас ведет его. Очень часто я захожу посмотреть его, потому что хорошо человек объясняет это все. Он также выводил здесь заземление. Но я прочитал на многих форумах, что, например, если заземлять станок, то здесь как бы шпиндель уже заземлять отдельно не надо. Или если, например, электрошкаф заземляете, потому что образуется кольцо, которое, как в последующем говорят, как бы не приносит никакого эффекта нужного. Выбирать, в принципе, можно самим себе. То есть или заземляете шпиндель, или сам станок можно заземлить. Единственное, что вот эти вот переходы с плохим контактом шариковой ТВП, все как бы такая спорный, скажем, такой момент. Я сейчас, наверное, не буду на этом останавливаться. Сейчас больше по механическим узлам. Стол сделан с настила. 100, по-моему, на 20 или на 30, не буду врать. Сейчас быстренько померю, чтобы точно вам сказать. Заказывал, производят тоже ребята станки Росфрезер на 20. Да. Даже 110 на 20. Немножко я обманул вас. Ребята делают станки тоже хорошо, с
списался с ними, они мне согласились вот это вот выслать, стол с настилу. Настил тоже в искусственном камне сверлил отверстие. И потом сделал в потай шляпку снутри, вот этого стола снутри. И закрутил шляпки здесь, поэтому здесь ничего не уступает, все достаточно жестко. Склеил между собой тоже эпоксидкой и достаточно такой качественный. Не знаю, как это все будет работать, но все равно наверх планирую сюда жертвенный стол, поэтому как бы оставляю пока так. Если что-то будет не устраивать в процессе, возможно, буду показывать, скорее всего. Поставил индуктивные датчики на оси X здесь и на оси Y, на ось гантри 2 датчика, и они смотрят туда. Буду хомиться и задавать софт-лимиты. Муфты самые обыкновенные, ну как самые обыкновенные, чуть подороже, чем обычные спиральные, потому что спиральные не дают нужной точности, эти все-таки пожестче. Если хотите получше, как бы, ну, можно не экономить, поставить сильфон, он намного лучше, ну, соответственно, цена у них сразу вырастает. Советую на рельсах тоже не экономить. Если процесс будет обработка алюминия, то лучше ставить рельс. Если будет какая-то деревяшка, рекламная какая-то продукция, которая незначительна к точности, тогда можно ставить валы с опорами, продаются такие. По оси X на спуск на гофрозащиту сделал такой кабель, то есть купил просто обычный профиль алюминиевый, опять же, и просто прикрутил его к профилю сибиризавода. Шумоизоляция, чтобы на резонансных частотах не появлялись вот эти лишние вибрации, я решил закрыть пенопластом, заделать полости самые большие. Самая большая полость была в балке прямоугольной алюминиевом профиле 80 на 80, потому что там не только такие выступы, они такие более кристаллообразные. Ставил, в принципе, сейчас результатом я доволен. Давать я сейчас не показал, как он все ездит. То есть это ось Z. Это ось X. Ну и ось Y. По оси слышен небольшой стук, можете услышать это. Это у меня бракованная оказалась гайка, криво нарезанная резьба, и она здесь постоянно когда цепляет, небольшой шум, вот такое цоканье появляется. В принципе, проблем, ну, страха никакого в этом не вижу, он прижимает плотно подшипник здесь. В последующем, возможно, еще найду гайку М10, но тут нестандартный шаг, то просто поменяю на обычную самую гайку, и все будет нормально. В принципе, и так оно все работает. Здесь в декоративных целях с блока питания, когда-то у меня были такие вот пластиковые, я даже как и не знаю, что это такое, защита, ну, такая в декоративных целях, чтобы больше провод, потому что сам светлый, когда она делает защиту, она больше смотрится более так эстетично. Сейчас, возможно, на прикидку еще покажу вам, как это все будет смотреться с защитами, то есть сделал такой вот еще профиля, здесь по X будет так вот гофрозащита с одной и со второй стороны, а здесь будет вот такие пластины прикрученные с обратной стороны, то же самое, и вот такие вот ленты, которые будут здесь ездить по этим роликам. Ролики тоже выточил, вставил сюда подшипнички, ну а в последующем про это я все, конечно же, расскажу. Напоследок давайте я сейчас вставлю еще пару фотографий с различных сторон, может быть кому-то будет интересно посмотреть на это все. Примерно все время где-то создания после проекта, если у вас есть время на это все, есть материалы, в принципе, можно собрать достаточно быстро. То есть готовым проектом долго очень занимает прорисовка вот именно мелких компонентов всех проектов. Если он отрисован качественно хорошо, то проблем со сборкой вообще не возникает. Я с этим столкнулся и теперь планирую все, что касается больше там 3-4 деталей вместе компоновать, рисовать сразу же все в Solid, потому что времени очень-очень много экономит и в последующем результат очень впечатляющий. Ну, в принципе, как бы так. В планах еще
доделать защиты, подключить наконец-таки все датчики индуктивные со шкафом, немножко переделать шкаф. Здесь же, возможно, будут делать еще ленту какую-то или ящик-лоток, чтобы весь мусор, который или грязь будет скапливаться в ящике и с ящика уже уходить под стол в тару какую-то. Опять же, если пойдет делать, ну, алюминий будет более часто обрабатываться, чем какая-нибудь фанера там, или пластики, тогда здесь еще добавится такая планка, и получится типа как бы корыто, которая не будет давать жидкости вытекать на рабочую часть электроники, скажем так. Она будет стекать туда по уровню, и здесь уже там же где-то фильтроваться, и как-то так, в общем. Сделал такой вот ключик и под шпиндель на 21 не ходовой, но он крепится на 21 к валу самому, поэтому лучше на нем не экономить, взять пошире и более какой-нибудь качественный. А на гайки в принципе продаются в комплекте. У меня гайка со шпинделем уже откалибрована, то есть видно просверленное отверстие было, чтобы убрать биение. Ну и ключик для удобности, для удобства просто взял, нагрел ПВХ, обжал ее и насадил. Чтобы заглушить вот эти все отверстия получившиеся, просто проклеил эпоксидкой. Наклеил по контуру малярный скотч и залил эпоксидкой, немножко пошлифовал. Смотрится, может, не так эстетично, но на практике очень удобно. Возможно, что-то сделаю я с таким ключом. Хотя, может быть, я оставлю так. В принципе, так. Ну, считаю, что, возможно, что-то я, может, и не рассказал, поэтому спрашивайте в комментариях ниже, постараюсь отвечать по возможности. Такой вот станочек получился. Надеюсь, что с блоком электроники тоже постараюсь не затягивать. Переделаю, после всех переделок сниму уже окончательное видео, потому что сейчас нету смысла смотреть, потому что, возможно, там добавлю всяких некоторых хитростей, которые в последующем многим будет интересно. В принципе, все. Кому понравилось, не забудьте оценить его. Мне будет приятно. Спасибо за внимание. До свидания.